Первого Ярославского продолжает проект «В тему», в студии Любовь Цветкова. И сегодня у нас в гостях Алексей Костерин, заместитель командира оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скоро отмечаем День Героев Отечества России, 9 декабря, дата традиционная, ежегодная. Расскажите, что запланировано на этот год и как вообще относитесь к этому празднику? Ну, как у нас принята уже традиция в отряде, мы приезжаем, значит, на наши мемориалы, наши памятники, которые нашим сотрудникам, которые погибли при исполнении служебного долга в Дагестане. Вот. Выставляем, соответственно, караулы, цветы возлагаем, приглашаем наших, семьи этих погибших сотрудников. Вот. Ну, просто-напросто чтем память наших сотрудников и всех, скажем так, сотрудников и военнослужащих, которые погибли, защищая Отечество. Праздник личный, в первую очередь, да? Ну, можно сказать, что и личный праздник это, конечно, но дело в том, что когда работаешь все равно в коллективе, в большом, поэтому как бы это общий праздник для всех. Сотрудники Ярославского ОМОН не раз были удостоены высоких наград, исполняли служебный долг в разных точках. Расскажите поподробнее, где, за что, кто отличился у нас? Ну, дело в том, что командировок было очень много, начиная, не знаю, там, от Северной Осетии, заканчивая Чеченской Республикой. Ну, самая, конечно, сложная была командировка это в 99 году в Дагестан, там, где погибли наши товарищи. Вот. А сказать о том, что кто-то как-то отличился, ну, как бы тут не то, что отличился, а, как говорится, медали, ордена нашли своих героев. Вот. Здесь самое главное не струсить и, как бы проявить себя, я не знаю. Трое сотрудников ОМОНа посмертно признаны героями России. Расскажите поименно, кто и за какие подвиги. Ну, как вот я уже сказал, это была служебная командировка. Это та самая, да, вот про которую вы Да, рассказали? это была командировка в Дагестан в 99 году. Вот, наш отряд выехал в Каспийск, дальше уже в Махачкалу встали. Ну и через какое-то время, соответственно, пришел приказ, сформировали сводный отряд, скажем так, с 17-м отрядом спецназа внутренних войск. Нас поделили на группы, вот. То есть 10 на 10 человек были спецназовцы, как срочники, так и контрактники, и, соответственно, ОМОН. Наш Ярославский ОМОН и Тульский ОМОН. И вот соответственно, в эти группы входили Сергей Сниткин, с которым я был в одной группе, вот, Игорь Серов и Александр Селезнев. Вот. Ну, соответственно, нам дали приказ, мы пошли в село Чебанмахи, стали входить. Вот. Первым погиб Игорь Серов, вот, там, от разрыва АГСа, то есть от автоматического гранатомета станкового. Вот, он просто-напросто увидел и накрыл собой эту гранату. Вот. Ну, погиб, с собой закрыв, он спас просто-напросто очень много людей, своих товарищей в своей группе. Вот. Потом вот был Сергей Сниткин, который был со мной в группе, это было нападение ночью, то есть мы забазировались, встали, и, соответственно, ночью пошла у нас атака, он был в передовом окопе в расчете пулеметном. Вот. Пулемет, как говорится, работал всю ночь, вот, и утро. И с утра уже он погиб, и вместе с первым номером, пулеметчиком, срочником со спецназа, они оба погибли. Вот. Боевик находился на нем, он подорвался гранатой. Вот. Сергея, соответственно, уже вынули оттуда кошкой. Вот. А Александр Селезнев, тот прикрывал отход группы, и там уносили раненых, и группа отходила, чтобы вытащить раненых. Он прикрывал с пулемета отход. Вот. Тоже получил несколько смертельных ранений. Вот. Это были ваши товарищи? Да, это были все сотрудники. А сейчас с их семьями как-то общаетесь, остались ли они? Да, у нас проводятся соревнования, посвященные памяти героев. Вот, у нас проводится эстафета, она не эстафета. Это именно вот этих ребят, да? Да, раньше проводили мы, это вот именно наших ребят, как бы она была посвящена именно героям, погибшим в Дагестане. Но так как сейчас у нас теперь немножко структура поменялась, мы теперь стали в Росгвардии, вот, решили немножко это все объединить, потому что сотрудников
уже, скажем так, Росгвардии по Ярославской области стало больше, имеется в виду погибших сотрудников. И вот, дабы увековечить их память, вот, проводим вот эту, значит, полосу препятствия со стрельбой. Вот. Также, соответственно, мы приглашаем родителей на какие-то праздничные мероприятия. Вот. Поздравляем их с женскими праздниками, мужскими, соответственно, праздниками 23 февраля, 8 марта. Они приезжают к нам на какие проводятся когда патриотические дни. Вот. То есть как бы, с ними постоянно поддерживаются такие вот отношения теплые. Ну, то есть 99-й год, это практически 20 лет, но несмотря на Да. это, вот уже 2 десятилетия связь держится, и Да. об этом действительно помнят. А расскажите, какие еще мероприятия проводятся? Я знаю, что именами погибших бойцов школы называют в нашем регионе, какие-то мемориалы открывают. Вот что может быть запланировано, что в последние годы открыто? Ну вот Игоря Серова, памятная табличка, она висит на входе в это 5-е железнодорожное училище. Вот. И сейчас вот уже не так давно школа номер 75 тоже как бы вот названа в память о Игоре Серове. А Александра Селезнева, школа, Тунашонская школа, то есть тоже в памяти вот именно Александра Селезнева, она носит название. Вот. И также выезжали в Дагестане, в Махачкале открыт бюст нашим погибшим. Туда выезжали, соответственно, родственники, ну, родители. На месте гибели? Да, они выезжали туда на открытие именно этого мемориала. То есть и в Дагестан, их там очень тепло приняли. Вот. То есть там открыли мемориал. И на проспекте Ленина стоит у нас бюсты, 4 бюста. Это нашим также, ну, еще раз говорю, погибшим, и там один бюст еще одному сотруднику. Вот. Алексей Юрьевич, что касается воспитания подрастающего поколения, какую работу ведете в этом направлении? У нас очень тесные взаимоотношения со школами. Вот. И мы проводим уроки мужества. У нас, ну, они приезжают к нам в пункт постоянной дислокации, где их встречают, вот, проводят с ними беседы. То есть сначала им рассказывают историю отряда, вот, потому что она идет с 93-го года, история очень богата на самом деле. Ну, и детям очень интересно, когда им показывают выставку оружия, выставка вооружения, техники, им очень это интересно. Вот, там на полосу препятствий, когда это позволяет, допустим, летом, вот, они там могут где-то на каких-то снарядах подвигаться, побегать, соответственно, тоже под присмотром. Вот. Также потом мы заводим, показываем наш стрелковый тир, который оборудован интерактивным тиром. Там это лазерное оружие, то есть им все это интересно, потому что лазерное оружие, оно такое же, это пистолеты Макарова. Вот, им ставим упражнения, они соревнуются, их делишь на команды, соревнований, такой тоже, как его, соревновательский дух. Вот, то есть, как бы дети в этом плане уезжают потом довольны, скажем так, вот, с пожеланием вернуться еще раз. Алексей Юрьевич, поздравляю вас с праздником. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо вам. Я напоминаю, что в студии проекта «В тему» был заместитель командира оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области Алексей Костерин. А с вами была Любовь Цветкова. Оставайтесь на Первом Ярославском. Всего самого доброго.